जय गोपीजनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा माधवाष्टसखी वृंद श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री पंचतत्व की जय। प्रह्लाद नरसिंहदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So reading from Canto 10, Chapter 3, Text 6, 7 and 8. Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 10, глава 3, тексты с 6 по 8. We have Shloka 8 on the board. На доске у нас 8. 8, yeah? Okay. Nishithe tama udbhute jayamane janardane देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशय आविरासीद् यथा प्राच्यां दिशिन्दुर् इव पुष्कलः निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने
देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः निशिथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Текст 6. Кинары и Гандхарвы стали петь священные гимны, ситхи и чараны возносить молитвы, а охваченные ликованием Видьядхары и Апсары танцевать. Текст 7.8. Радостные полубоги и великие святые сыпали с небес цветы. Собравшиеся тучи слегка погромыхивали, и звук этот напоминал шум океанских волн. В этот момент, подобно полной луне, восходящей на востоке, Верховный Господь Вишну, живущий в глубине сердца каждого, явился во мраке ночи из сердца Деваки, ибо Деваки имела ту же природу, что и сам Шри Кришна. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Брахма-самхите 5.37 говорится: Ананда чинмая раса пратибхавитабхис табхиря эва ниджарупатая калабхи галока эва нивасатя килатма бутто говиндамади пурушам тамахам баджами. Этот стих указывает на то, что Кришна и его окружение имеют одну и ту же духовную природу – Ананда чинмая раса. Отец Кришны, мать Кришны, его друзья-пастушки, коровы и все они — суть одно продолжение Кришны, как будет объяснено в связи с Брахма-вимохана-лилой. Когда Брахма похитил спутников Кришны, чтобы проверить могущество Господа Кришны, Господь вновь явил множество пастушков и телят, и Брахма увидел, что все они Вишну-мурти. Деваки тоже представляет собой экспансию Кришны, поэтому в данном стихе сказано «Девакьям деварупиньям Вишну сарва гухашая». Когда подошло время явления Господа, великие мудрецы и полубоги, радуясь этому, стали сыпать с неба цветы. На морском побережье мягко шумели волны, а тучи, собравшиеся над морем, вторили им раскатами грома. Когда все было готово, Господь Вишну, пребывающий в сердце каждого живого существа, темной ночью предстал перед Деваки в образе верховной личности Бога. Сама же Деваки в это время выглядела как небожительница. Явление Господа в ночное время можно сравнить с восходом полной луны на востоке. Кто-то может возразить, что в момент явления Господа Кришны не могла взойти полная луна, поскольку Он явился в 8-й день убывающей луны. В ответ можно сказать, что Господь Кришна явился в династии, находившейся под покровительством луны. В ту ночь луна была неполной, но так как Господь явился в роду, ведущем свое начало от Бога Луны, луна так ликовала, что по милости Кришны могла выглядеть полной. Торжествуя приход Верховной Личности Бога, убывающая луна превратилась в полную. В некоторых изданиях Шримад-Бхагаватам вместо Дева Рупиньям прямо сказано Вишну Рупиньям. В любом случае, смысл заключается в том, что тело Деваки духовно, как и тело самого Господа. Господь — это Сат-Чит-Ананда Виграха, и Деваки тоже Сат-Чит-Ананда Виграха. Поэтому никто не сможет упрекнуть Верховного Господа Сат-Чит-Ананда Виграху за то, что он явился из лона Деваки. Тех, кто не понимает до конца, что явление и уход Господа трансцендентны, Джанма-карма Чаме-Дивьям, иногда удивляет, что Верховная Личность Бога рождается подобно обыкновенному ребенку. Однако на самом деле Господь рождается далеко не обыкновенным образом. Верховная Личность Бога уже пребывает в сердце каждого как антарьями, сверхдуша. И поскольку Господь во всем своем величии находился в сердце Деваки, Он мог явиться и снаружи ее тела. Одним из 12 величайших людей является Бишмадева, Сваямбур Нарадашамбу Кумара Капило Ману Прахладоджа Нако Бишма. В Шримад-Бхагаватам 1.9.42. Бишма, великий авторитет для всех преданных, говорит, что Верховная Личность Бога пребывает в сердце каждого, так же, как солнце находится у каждого над головой.
Но хотя миллионы и миллионы людей могут видеть у себя над головой солнце, это не значит, что оно находится в разных местах. Так и Верховная Личность Бога, обладая непостижимыми способностями, может присутствовать в сердце каждого, но при этом не находиться в разных местах. Экатвам Анупаш Ятах, Ишапанишат, мантра 7. Господь один, но благодаря своему непостижимому могуществу Он способен проявлять себя в сердце каждого. Так, хотя Господь находится в сердце Деваки, находился в сердце Деваки, Он явился как ее ребенок. В Вайшнава Тошане приводится цитата из Вишну Пураны, где сказано, что Господь приходит подобно солнцу, Ануграхася. В Брахма Самхите 5.35 тоже утверждается, что Господь находится даже в атоме. Андантарастха Параману Чаянтарастхам. Он находится в Мадхуре, на Вайкунхе и в сердце каждого живого существа. Поэтому нужно ясно понимать, что Господь находился в сердце или в чреве Деваки не как обыкновенный ребенок. И явился он тоже не как обыкновенный ребенок, хотя, чтобы ввести в заблуждение асуров, вроде Камсы, Господь, казалось бы, родился как обыкновенный человек. Асуры ошибочно полагают, что Кришна родился как обычный ребенок и покинул этот мир как обычный человек. Но те, кто знает верховную личность Бога, отвергают взгляды асуров. Аджо Писан, Авьяятма, Бутанам Ишваро Писан, Бхагавад-гита 4.6. В Бхагавад-гите сказано, что Господь Аджа нерожденный, и что Он верховный повелитель всего сущего. И тем не менее Он явился как сын Деваки. В этом стихе описывается непостижимое могущество Господа, явившегося словно полная луна. Поняв подлинный смысл прихода Верховного Бога, ни в коем случае не следует считать, что Он родился как обыкновенный ребенок. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्य नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय. It's a very happy shloka today. Сегодня очень радостная шлока. For us, Janmashtami is today. Сегодня для нас Джанмаштами. The Lord has appeared from the heart of Devaki to in front of Devaki. Господь явился из сердца Деваки и предстал перед Деваки. So Srila Prabhupada, he starts the purport with a shloka from Brahma Samhita. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий со шлока из Брахма Самхитры. And here he is stating the quality of the Vaishnavas. И здесь он говорит о качествах вайшнавов. Ananda Chinmaya Rasa. That Krishna, he is always the embodiment of rasa as happiness. Кришна, он является Ананда Чинмая Раса, то есть он He's made out of да, он полностью состоит из этой расы. So, Krishna being full of happiness, Satchid Ananda, all his associates are also the same. И Кришна, он состоит из этого счастья, и все его спутники также состоят из этого. Krishna's father, mother, his friends, his sakhis, everybody is in the same platform as Ananda Chinmaya Rasa.
Так же, как Кришна, его отец, мать, его друзья-пастушки и его саки, они все находятся на том же самом уровне, что и Господь. As Lord Brahma, he saw when he stole all the cowherd boys and the cows. Then he comes back and he sees that they are again manifested over there. Так же, как Господь Брахма, когда он украл мальчиков, пастушков и телят, когда он вернулся, он увидел, что все они опять проявились. Krishna has expanded himself as all these personalities. Кришна распространил себя во все эти формы мальчиков и телят. So that's why he became Vimoha. Vimoha means completely bewildered. Поэтому это называется вимоха. Вимоха полностью сбитый с толку. So here, Krishna, he shows that all his associates, they are also Ananda Chinmaya Rasa. И здесь Кришна показывает, что все его спутники, они также Ананда Чинмая раса. In English, there is a saying, the birds of same feather flock together. В английском языке есть поговорка, что птицы одного пера летают вместе. So Krishna, so that's why all his devotees, all his associates are in the same quality as Krishna. И здесь также говорится о том, что все спутники Кришны, его друзья, они все имеют те же качества, что и Кришна. Quantity different. Но количество разное. In second paragraph, Srila Prabhupada starts describing the whole situation in the universe when Krishna takes birth. А во втором абзаце Шрила Прабхупада начинает описывать, что же происходит во всей Вселенной, когда Кришна является. Demigods have been waiting for this moment Полубоги, они с нетерпением ждали этого момента, because they have been tortured by so many demons. потому что их уже замучили все эти демоны. Mother Earth had to go, please save me. Мать-Земля, она пришла и молилась, пожалуйста, спаси меня. So finally, Krishna has appeared. И, наконец-то, Кришна явился. And they all start beating on their drums, dancing, singing, throwing flowers. И вот все они начали стучать в барабаны, петь песни, танцевать, и очень сильно радовались. The whole atmosphere in the universe is full of joy. Вся атмосфера наполнилась радостью. The waves in the sea, they are making so much noise. И даже шум волн, он стал таким сильным в океане. The sky starts thundering, but very softly, so it does not create fear, but it has this nice sound. И тучи, они погромыхивали, но это было не так громко, то есть это не был пугающий звук. Like now we have, now is the climate is good. Вот сейчас, например, очень хорошая погода. 2 days ago it was horrible. А пару дней назад было ужасно. It was so hot. Было так жарко. But at night, then the clouds came. There was some rumble. They are coming in. Но ночью появились тучи и стало громыхать. So when we study Srimad Bhagavatam about the appearance of Krishna, the climate also changed. И когда мы начинаем изучать явление Кришны и Шримад Бхагаватам, видите, погода также меняется и у нас здесь. Becomes very pleasing. Потому что она тоже радуется. Then, in the third paragraph, Srila Prabhupada is describing the situation of the moon. А в третьем абзаце Шрила Прабхупада описывает состояние Луны. Krishna, he took birth on the 8th day of the waning moon. Means the moon is becoming smaller. Кришна, он явился в 8-й день убывающей Луны, то есть Луна, она уменьшалась. Generally considered very inauspicious time. Считается, в общем-то, что это не очень благоприятное You время. want to do some auspicious activity, you do it when the moon is becoming big, when it's waxing. То есть, если вы хотите совершить какую-то благоприятную деятельность, то нужно делать это на растущей Луне. The Krishna appear when the moon is waning. Когда Кришна явился, Луна убывала. But then Srimad Bhagavatam says it was full moon. Но Шримад Бхагаватам говорит, была полная Луна. Contradictory. Какое-то противоречие. He born on Ashtami, which is half a moon, and here they are saying the moon was full. Он явился в Аштаме, что означает, что это была половина Луны, и говорится тут же, что это было полнолуние. Mythology. It's talking about mythology. It cannot be true. Это не может быть правдой, мифология какая-то. Srila Prabhupada explains, why is it like that? И Прабхупада объясняет, почему таким образом описывается.
Krishna, he took birth in the dynasty coming down from the moon. Кришна, он явился в династии, которая идет от бога Луны. There is also a pastime with Lord Ramachandra. When Lord Ramachandra appeared, it was bright daylight. Также есть одна лила с Господом Рамачандрой. Когда он явился, это был день, ярко светило солнце. The Lord is so beautiful. И Господь был так прекрасен. Lord Ramachandra looked so beautiful that when he was traveling in the forest for 14 years, Господь Рамачандра выглядел так прекрасно, что когда он ходил по лесу, когда они были в изгнании 14 лет, there was a group of 16,000 sadhus, saintly people. была одна группа 16 тысяч саду, святых людей, Naishtik brahmacharis. Наиштика Брамачари. Just by, and they're all their senses completely under control. И они полностью контролировали свои чувства. When they saw Lord Ramachandra, they said, "My dear Lord, convert us into women and we want to marry you." Они когда увидели Господа Рамачандру, они сказали: Господь, пожалуйста, сделай нас женщинами и женись на нас. We can just imagine how beautiful Lord Ramachandra must have looked. Представляете, как прекрасен был Господь Рамачандра? So, when Lord Ramachandra appeared, moon goes to him. И когда Господь Рамачандра явился, то Луна пришла к нему. He says, "My dear Lord, when you appeared, everybody was able to see except me." И Бог Луны сказал ему: Господь, когда ты явился, все видели, кроме меня. What is my fault? Я-то в чем виноват? I'm a little depressed. Я немного расстроен. Lord Ramachandra said, "Don't worry. И Господь Рамачандра сказал: не беспокойся. Next time I take birth, I will only give darshan to you." В следующий раз, когда я явлюсь, только ты даршан получишь. He appeared midnight. И он явился в полночь. There is no sun. Не было солнца. Time for everybody to sleep. Все спали. So who took darshan? Кто даршан получил? Moon took darshan. Только Бог Луны. He becomes so happy from becoming small, he immediately comes to his full glory and becomes a complete moon. И поэтому, когда он получил даршан, он настолько сильно обрадовался, что из вот этого положения убывающей Луны он стал полной Луной. Srila Prabhupada, he writes here, says, although the moon was incomplete on that night, this is the third paragraph, because of the Lord's appearance in the dynasty wherein the moon is himself the original person, the moon was in an overjoyous condition. So by the grace of Krishna, he could appear as a full moon. To welcome the Supreme Personality of Godhead, the waning moon became a full moon in jubilation. Third paragraph, towards the end. Like 3-4 lines. В ответ можно сказать, что Господь Кришна явился в династии, находившейся под покровительством Луны. В ту ночь Луна была неполной, но так как Господь явился в роду, ведущем свое начало от Бога Луны, Луна так ликовала, что по милости Кришны могла выглядеть полной. Торжествуя приход Верховной Личности Бога, убывающая Луна превратилась в полную. We can also see this in our life. Мы также можем видеть это в своей жизни. When you are very happy, you start gaining little weight. Когда вы становитесь счастливым, вы немножко вес набираете. Your face looks bright. Ваше лицо сияет. Your eyes are having sparkles. Глаза так блестят. When you are sad, you're not doing good, dark spots appear here. Но когда вы грустный, такой печальный, то у вас темные круги под глазами появляются. So people who remain in Krishna consciousness, they are always happy. Но люди, которые находятся в сознании Кришны, они всегда счастливы. I have a friend, he's a book distributor in Czech Republic. У меня есть один друг, он распространитель книг в Чехии. His name is Madhu Mangal Das. Его зовут Мадху Мангал Дас. Always very happy. Он всегда такой счастливый. One day he goes out doing book distribution. Однажды он пошел распространять книги. He's a little short, little skinny, but looks very energetic. Он, хотя невысокого роста и худоватый, все равно он выглядит очень счастливым.
So he approaches one tall, 7 feet tall, strong-built man. He's like, hey, come, we have this book for distribution. И он подошел к такому высоченному, огромному мужчине и обратился к нему и сказал: смотри, у нас вот есть хорошие книги, мы распространяем. This is the answer to all the problems in your life, and you will be always happy, and, going on and on. И он говорил ему, что это ответит на все твои жизненные вопросы, все твои проблемы решатся. И так он продолжал. Now, this person, he had a huge fight with his wife just before coming. А этот человек, у него прямо перед тем, как он его встретил, была такая сильная ссора с его женой. Policeman Полицейский. pulled his gun out, pointed at Madhu Mangal Das. He said, one more word from you and I'm going to shoot you in the head. И он достал свой пистолет, направил его на Мадхумангала Даса и сказал: еще одно слово от тебя услышу и пристрелю тебя. Like a big smile came up on his face. И тут же его лицо просто озарилось огромной улыбкой. His eyes became big. Его глаза стали большими. He put his finger inside the barrel of the gun. Он засунул свой палец в дуло пистолета Is this real? и спросил: «Чё, он настоящий, что ли?» This policeman was like, what kind of a, living entity you are? Этот полицейский сказал: «Что ты вообще за живое существо такое? I'm about to kill you. How can you be so happy? Я почти убил тебя. Как ты можешь быть таким счастливым?» And he said, because I read Bhagavad Gita every day. Он говорит: «Потому что я Бхагавад-гиту каждый день читаю. Buy this book. Купи книгу. All problems solved. Все проблемы решатся». They became best of friends. This policeman became a devotee. И они стали лучшими друзьями, этот полицейский стал преданным. So this is the glory of Krishna consciousness. И вот это слава сознания Кришны. Ananda Chinmaya Rasa. Ананда Чинмая Раса. Always happy. Всегда счастливый. In the next text, in the next paragraph, Srila Prabhupada is talking about the position of Devaki. В следующем абзаце Шрила Прабхупада говорит о положении Деваки. He mentions in some text of Srimad Bhagavatam, it's clearly mentioned instead of Deva Rupinya, it is Vishnu Rupinya. И он говорит о том, что в некоторых текстах Шримад Бхагаватам вместо Дева Рупиньям сказано Вишну Рупиньям. But it does not matter, Но на самом деле это не важно, because in both cases they are talking about Lord Vishnu. потому что в любом случае они говорят о Господе Вишну. And Devaki being, being the mother of Krishna, she comes under the same level as Vishnu Tattva. И Деваки, так как, будучи матерью Господа Вишну, она была на том же уровне, что и Вишну Татва. And Srila Prabhupada in the next paragraph, he explains that Krishna, his birth and activities are extraordinary. They are not normal like we take birth. И в следующем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что явления и деяния Кришны, они необычные, не то, что как мы рождаемся в материальном мире. Even though Krishna is residing in everybody's heart as the Paramatma, he has the full potency. Because he's divided into everybody's heart, it's not that he has, little potency here, little potency there, little potency there. He maintains himself as the complete supreme personality of Godhead. И хотя Кришна пребывает как сверхдуша в сердце каждого, и он разделен на много маленьких частей в сердце каждого, это не значит, что его энергия уменьшается, то есть он все равно представляет собой полное целое. His name is Antaryami. Его зовут Антарьями. Antaryami means he resides in every cell. And in fact, he's even between every cell. И он Антарьями, потому что он находится в каждом атоме и даже между атомами. And because he's there in Devaki Devi's heart, in full capacity, in full potency, he even appears in front of him just as Lord Vishnu in his four-hand form in completeness. И так как он уже в своей полной форме пребывал в сердце Деваки, он также явился в своей полной форме Господа Вишну перед Деваки. So it doesn't matter how many different ways Krishna takes birth, he always remains complete. И неважно, сколько раз Кришна принимает рождение, он все равно полный, целый.
Ishopanishad also explains the same point. И в Ишапанишат то же самое утверждается. Purnamadav, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate. It doesn't matter how many times he expands out of himself, he always remains complete. Неважно, сколько он будет распространять из себя инкарнации воплощения, он все равно остается полным целым. Sometimes there are some yogis who can also expand themselves. Есть даже йоги, которые могут распространять себя. But the maximum amount they can expand themselves is 8. Но максимальное количество форм, в которые они могут себя распространить, 8. But Krishna, he can do it unlimited Но Кришна может делать это безграничное число раз. and still remains complete. И все же быть полным целым. An example we can see is Ganga. Например, возьмем Гангу. In Ganga, there is always millions of gallons of water is just going out of her every moment. But she always remains complete. Каждый момент из Ганги вытекают просто галлоны воды, но все равно она полная. So this is a visual thing we can see Это то, что мы and try можем... to understand how Krishna is complete in every situation. То есть это то, что мы можем видеть своим зрением, и мы можем понять таким образом на этом примере, каким образом Кришна является полным целым. Srila Prabhupada gives an example of Bhishma Dev, how he explains И Шрила Прабхупада приводит пример Бишмадева, как он объясняет. that a sun is situated on top of millions of people's head. Солнце, оно светит на всех людей. The effect of sun is being felt by all these millions of people. И все эти миллионы людей чувствуют этот эффект солнца на себе. But still, the sun on its own remains complete. Но все же, само по себе солнце, оно остается полным целым. In Ishopanishad it says, Ekatvam anupashyataha. Even though the Lord is one, but he can appear in everyone's heart by his inconceivable potency. И в Ишапанишат говорится, что хотя Господь един, Он может явиться в сердце каждого с помощью своей непостижимой энергии. So similarly, even though Krishna is residing in Devaki Devi's heart, he's able to appear also outside his heart. И так как Кришна был уже в сердце Деваки, Он также был способен явиться и предстать перед Деваки. Only in the appearance of Krishna does he do things which are completely, sometimes bewildering. И только когда Кришна является, происходят вещи, которые могут сбивать с толку. In other incarnations, he may take different, he does different activities. В своих других воплощениях Он занимается различной деятельностью. But most of them are, we can understand. Но большинство из них мы можем понять. But Krishna's activities is out of people's understanding. Но деятельность Кришны, она находится за пределами понимания обычных людей. At the age of, he left Vrindavan at the age of 10 years. Он покинул Вриндаван, когда ему было 10 лет. Before he left, he had already killed great demons like Putana, Shakatasura, Trinavarta, Arishtasura, Aghasura, so many demons he killed. И до того, как он покинул Вриндаван, он убил этих огромных, могущественных демонов, таких как Путана, Шакатасура, Тринаварта и других. Lord Ramchandra started to kill demons at the age of 12. Господь Рамачандра начал демонов убивать в возрасте 12 лет. Krishna was 10 when he already finished so many demons. Кришне было 10, когда он уже покончил со множеством демонов. Lifting up Govardhan Hill. Гавардхан держал. Having rasa dance with millions of gopis. Танцевал танец раса с миллионами гопи. Shastra mentions if you want to stick to the material morality, don't worship Krishna. И шастры утверждают, что если вы хотите быть привязаны к материальной морали, тогда не поклоняйтесь Кришне. Because Krishna is very immoral. Потому что Кришна, он очень аморальный. How can you have a relationship with somebody else's wedded wife? Как вы можете иметь отношения, кроме как с собственной женой? So immoral in the society. В обществе это неприемлемо. Krishna can do it. Но Кришна может это делать. There's a secret behind why he can do it. И есть секрет за этим всем, почему он может это делать. When Lord Brahma was completely bewildered by seeing Krishna and he stole all the cows and all the cowherd boys, Брахма был полностью сбит с толку, когда он украл всех мальчиков, пастушков и телят.
Krishna, when he expanded himself as all those personalities, И Кришна, он распространил себя во всех этих телят и пастушков. Purnamasi Devi, she was, how to say, the supreme authority in Braj, Пурнамаси Деви, она является главным авторитетом во Врадже. the eldest among the whole Brajamandala. So anything she said was established. И она была старейшей во всем Врадже, и все, что бы она ни говорила, было как утверждение. And she said, this year is the most auspicious year for doing weddings. И она сказала, что в этом году самый лучший год для проведения свадеб. So we have all these cowherd boys, unmarried men. You marry all your daughters to them. Сейчас мы возьмем всех этих мальчиков-пастушков и женим их на всех незамужних девочках-пастушках. So even those gopis, they were still, crawling, they were married. И даже гопи, которые еще ползали, даже ходить не умели, всех их выдали замуж. Who were they married to? И за кого их замуж выдали? They were married to Krishna. За Кришну. That's what their desire. That's what the 16,000 the rishis in Raman Leela, they said, convert into women and we want to marry you. И это то же самое, что произошло с этими риши, которые сказали, преврати нас в женщин, мы хотим замуж за тебя выйти. Ramchandra had promised them, I will marry you, but next incarnation. Рамачандра пообещал им, я, конечно же, женюсь на вас, но только в следующем воплощении. So some say they became the gopis, some say they became the queens in Dwarka. И кто-то говорит, что они стали гопи, а кто-то говорит, что они стали царицами в But in Двараке. any situation, they became the wives of Krishna. Но в любом случае они стали женами Кришны. That's why Shastra mentions, if you are too attached, Rupa Goswami mentions, if you are too attached to mundane morality, don't worship Krishna. Поэтому Санатана Госвами и Шастры утверждают, что если вы привязаны к мирской морали, тогда не поклоняйтесь You Кришне. want to maintain your friends and relatives and all material attachments, even by mistake, don't go to Vrindavan. Если вы хотите продолжать заботиться о своих родственниках, друзьях, поддерживать их, тогда даже по ошибке не ходите во Вриндаван. If somehow you ended up in Vrindavan, don't go to Keshi Ghat. Но даже если вы каким-то образом вдруг оказались случайно во Вриндаване, не ходите на Кешигат. If you go to Keshi Ghat, you will see this beautiful form of a young blackish boy standing in threefold form. Если вы пойдете к Кешигату, вы увидите там прекрасного юношу темной комплекции, стоящего в форме трибанда лалита. He is having a flute in his hand. If you see him, run away. И вы увидите флейту в его руках, сразу же бегите. Because if you don't, then he will play on that flute and you will become a madman like me. Потому что если вы не убежите, и он заиграет на своей флейте, вы станете таким же сумасшедшим, как и я. And you will not be able to have any kind of relationship with any of your friends, your relatives, no material attachments left. Тогда у вас не останется никаких привязанностей материальных ни к родственникам, ни к друзьям, никаких отношений не останется. That's why in, I think it's Indonesia, they say, don't worship Krishna. Мне кажется, в Индонезии так говорят, не поклоняйтесь Кришне. This is why? This is because he plays on the flute. And when he plays on the flute, he will how to say, blow all your money away. Они говорят, потому что он на своей флейте играет, и если он заиграет на своей флейте, все ваши деньги сдует. They worship Ramachandra. Они Рамачандре поклоняются. Yeah, if some of you know, their national deity is Lord Vishnu. Тири. The deity А. is Lord Vishnu. И национальное божество у них — это Господь Вишну. Yeah, their airlines are called Garuda Airlines. И у них даже есть авиалинии, называется Garuda Airlines. They still worship Lord Brahma, Vishnu and Shiva. Они все еще поклоняются Господу Брахме, Вишну и Шиве. In fact, there is a group of Vaishnavas in India. They will worship all forms of Lord Vishnu, but not Krishna. Есть даже группа вайшнавов в Индии, которые поклоняются любым инкарнациям Вишну, но только не Кришне, Because he's not moral. потому что он не моральный. They don't understand that he is the Purna Purushottama. He is the supreme personality of God in full completeness. Они не понимают, что он является верховной личностью Бога во всей полноте. They can understand Vaikuntha. They cannot understand Goloka. Они могут понять только Вайкунтху, они не могут понять Галоку.
That's why our acharyas, they sing the song. If if Gauranga Mahaprabhu wasn't there, what would have happened? Who would have taught us the separation of Srimati Radharani? И есть песня на бенгальском, что если бы Господь Чайтанья не явился, то что бы с нами произошло, кто бы научил нас разлуке Шримати Радарани? So that's why we are very, 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 very lucky Поэтому мы очень, 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 очень удачливы, that we took birth in Kali Yuga, in which Sri Chaitanya Mahaprabhu has appeared. потому что мы приняли рождение в Кали-югу, когда явился Господь Чайтанья Махапрабху. Because Mahaprabhu only comes once in a day of Lord Brahma. Потому что Господь Чайтанья является только один раз в день Господа Брамы. And he teaches us the love of Godhead happening in Goloka Vrindavan. И Он учит нас любви к Богу, которая есть на Галоке Вриндаване. Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita, Laghu Bhagavatamrita, Brihad Bhagavatamrita explains that there is many kinds of Vrindavan. И Шрила Санатана Госвами в своей Брихад Бхагаватамрите объясняет, что есть много разных вриндаванов. There is Ananda Vrindavan, there is Aishwarya Vrindavan, and there is Goloka Vrindavan. Есть Ананда Вриндаван, есть Айшварья Вриндаван, и также есть Галока Вриндаван. In Aishwarya Vrindavan, there is a prominence of opulence. И на Айшварье Вриндаване там богатство. In Ananda Vrindavan, Radha and Krishna, they are always together, never separated. Ананда Вриндаван, там Рада и Кришна всегда вместе, никогда не разлучаются. But only in Goloka Vrindavan can you taste the flavor of separation. Но только на Галока Вриндаване вы можете почувствовать этот вкус разлуки. And Sri Chaitanya Mahaprabhu explains why is it considered the highest. И Господь Чайтанья объясняет, почему это является высшим. And the example we can understand is, everybody sitting here is married. И, например, который мы можем привести, вот все из вас, кто здесь находится, женаты или замужем. When the husband and wife are together, many times it's taken lightly. Когда муж и жена находятся вместе, это принимается как должное. But when they are separated, you are more thinking about your spouse. Но когда вы разлучены по той или иной причине, вы начинаете больше думать о своем спутнике. The desire to be together is more intense. Потому что желание быть вместе, оно усиливается. That's why you're constantly thinking about that person. Поэтому постоянно думайте об этом человеке. That happens in Goloka when Srimati Radharani actually cannot meet Krishna. И это происходит на Галоке, когда Шримати Радарани на самом деле не может видеть Кришну. She is intensely thinking about Krishna. Она очень сильно думает о нем. There is one pastime in which Krishna, he was supposed to come and meet Srimati Radharani, but was stopped by another gopi. Была одна игра, когда Кришна должен был встретиться со Шримати Радарани, но его остановила другая гопи. So he only came towards the end of the night. И он пришел только к концу ночи. And Vrinda Devi, she is a very good spy. А Вринда Деви, она очень хороший шпион. She went and researched where is Krishna, and she came and told Radharani that Krishna is spending time with this gopi. Она пошла, провела исследование, выяснила, что Кришна там с другой гопи, и рассказала Шримати Радарани. And Radharani becomes very upset when Krishna comes. Lalita Devi doesn't even allow him to come inside. He has to leave. И Радхарани, она очень сильно расстроилась до такой степени, что когда пришел Кришна, Лалита даже не пустила его, и ему пришлось уйти. And Radharani, she's constantly thinking about Krishna, 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 Krishna. И Радхарани, она постоянно думала: Кришна, Кришна, Кришна. So then Lalita Devi, she's asking, if you cannot live without him, why did you tell me to throw him away? И Лалита тогда сказала: если ты не можешь жить без него, зачем же ты мне сказал, чтобы я выгнала его? And she says, from today on, nobody is allowed to say the word Krishna. Она сказала: все, с сегодняшнего дня никому не разрешается произносить имя Кришны. Take off my blue dress and put a saffron cloth on me. Снимайте с меня это голубое платье и надевайте на меня шафран. Because the blue dress reminds me of Krishna. Потому что это голубое платье напоминает мне Кришну. Tie my hair in such a way that I cannot see my hair. И завяжите мне волосы таким образом, чтобы я не могла видеть свои волосы. Because the black hair reminds me of Krishna. Потому что черные волосы напоминают мне Кришну. Take the kajal out of my eyes, so when I see my reflection, it will not remind me of Krishna. И сотрите каджал с моих глаз, чтобы когда я видела свое отражение, это не напоминало мне Кришну. I will not look at tamal tree
or go to Yamuna, because that also reminds me of Krishna. Я больше не буду смотреть на деревья Тамала, и не буду ходить на Ямуну, потому что это тоже напоминает мне о Кришне. That we can understand the intensity of love Srimati Radharani has for Krishna. И так мы можем понять силу любви, которую испытывала Шримати Радарани к Кришне. So that's why we are so lucky that Sri Chaitanya Mahaprabhu, he comes and we are living in Sridham Mayapur, where he appeared. И на самом деле мы должны понять, насколько мы удачливы, что мы приняли рождение в ту калиюгу, когда явился Шри Чайтанья Махапрабху, и мы можем здесь жить, в Майяпуре. And giving us freely the love of Godhead, И Он бесплатно раздает нам любовь к Богу, which can immediately bring us to the level of Ananda Chinmaya Rasa. которая может немедленно поднять нас на уровень Ананда Чинмая расы. And we can actually understand the supremacy of Krishna. И мы можем сразу же понять превосходство, верховенство Кришны. And then we can understand how his birth and his activities are extraordinary. И также мы можем сразу понять, как его явления и деяния не являются обычными. That's why Srila Prabhupada here says that he did not live like an ordinary child in the womb of Devaki. И In the last paragraph. Шрила Прабхупада говорит, что он не был как обычный ребенок в чреве Деваки. Neither did he appear like an ordinary human child. И хотя казалось, что он явился как обычный ребенок, He did so in order to bewilder the asuras like Kamsa. он сделал так только для того, чтобы сбить с толку таких асуров, как Камса. Because the asuras, they think, he's an ordinary child, he's nobody special. Потому что асуры не думают, да, это обычный ребенок, ничего особенного. And such asuric conception are rejected by persons in knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Но эта концепция отвергается теми, кто знают абсолютную истину. So that is the potency of Krishna. And this is what we are supposed to understand, that how Krishna is inconceivable. И вот таково могущество Кришны, и мы можем понять, что Кришна, он непостижимый. And in the end, Srila Prabhupada, he concludes this shloka. He says, this verse describes the inconceivable potency of the Lord who appeared like the full moon. И Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле мы можем понять непостижимость Господа, который явился как полная луна. So that understanding the special significance of the appearance of the Supreme Godhead, one should never regard him as having taken birth like an ordinary child. И чтобы понять непостижимость Господа, человек не должен воспринимать, что он явился, принял рождение здесь как обычный ребенок. That means we should always consider him very, very special. То есть мы всегда должны считать его очень-очень особенным. And treasure him as somebody very, very special. И хранить его как самое-самое сокровище. If we are able to do so, we will reach the platform of Ananda Chinmaya Rasa, И если мы будем так делать, то мы очень скоро достигнем уровня Ананда Чинмая расы, which is the platform of Krishna. которая является платформой самого Кришны. And when we come on that platform, it's easy to interact with Krishna. И когда мы поднимемся на эту платформу, нам будет легче взаимодействовать с Кришной. And we can come up to the level of Ananda Chinmaya Rasa by the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И мы можем подняться на этот уровень Ананда Чинмая расы, воспевая Харе Кришна Махамантру. And that's why we should very, very strongly and with full attention always work on how we can chant our japa to the best of our capacity. И мы всегда должны усиленно, старательно воспевать святое имя и думать о том, как мы можем улучшить наше воспевание святого имени. Hare Krishna. Харе Кришна. Any comments or questions? Какие-то вопросы, комментарии? Харе Кришна, Прабху. Но есть ли хоть одна душа, которой Кришна дает возможность понять полностью его? Есть ли хоть одна душа, которой Кришна дает возможность понять полностью его? Is it any soul that Krishna gives the opportunity to understand him in fully? Is it so? Yes. Is it any soul? Any soul? Yes, any soul that can completely understand Krishna, that Krishna give this ability to the soul to understand him completely. Yes. Есть. Anybody. Все могут. Because
we are all part and parcels of Krishna. Потому что мы все являемся неотъемлемыми частями Кришны. It's like if you have children, Вот, например, если у вас есть дети, would you allow any of your child to have full access to you? вы же позволите своим детям иметь полный доступ к вам? Or do you have one child can come to you anytime he wants, the second child only, from 5 to 6, and the third child cannot come at all because he is like... Например, если вот один ребенок, у него полный доступ к вам 24 часа в сутки, другой только с 5 до 6 может к вам, а третьему вообще не разрешается, потому что он какой-то странный. Would you do that? Так же вы не будете поступать? No. So same way, Krishna will not do that with us. Вот и Кришна, он не будет с нами так поступать. In fact, he's waiting when we will go to him. Он ждет, когда мы все вернемся к нему. In Laghu Bhagavatamrita, when the Gopakumara is going, and he actually comes to Goloka Vrindavan, Когда Гоп Кумар, он путешествует и возвращается на Галоку Вриндавану, Krishna, when he sees him, he goes, runs and embraces him, and he says, I've been waiting for you for so long, where were you? Кришна бежит к нему, обнимает ему и говорит: где ты был так долго? Я так долго тебя ждал. And Krishna faints. И теряет сознание. So all the cowherd boys came running, oh, he must be a demon sent by Kamsa. И тогда все мальчики-пастушки сбегаются туда и думают: да это какой-то демон его Камса прислал. He's trying to harm Krishna. Он хочет навредить Кришне. But then Lord Balaram, he comes, he places the hand of Gopakumar into the hand of Krishna, and then Krishna comes back to consciousness. И тогда Господь Баларама подходит, берет руку Гопа Кумара и кладет ее в руку Кришны, и тогда Кришна приходит в сознание. And who is Gopakumar? Just a living entity like us. А кто такой Гоп Кумар? Это просто живое существо, такое же, как и мы с вами. So maybe once we, go to Goloka Vrindavan, we will find out how Krishna eagerly was waiting for us. И когда мы вернемся на Галоку Вриндавану, мы осознаем, насколько Кришна сильно ждал нас там. Yeah. Any other question? Еще вопросы? Yes, Mataji. Говорится, что живое существо, оно отсутствует в духовном мире всего лишь несколько секунд, пока находится здесь, в материальном мире. В духовном мире его нет всего лишь несколько секунд. Почему же вот с Гопа Кумаром Кришна ему сказал: тебя так долго не было? Mataji said that when a living entity absent in the spiritual world is only like few seconds there. But why then Krishna told Gop Kumara was waiting for you for such a long time? Because whatever Krishna does is unlimited. Потому что все, что Кришна делает, безгранично. His love for us is unlimited. Его любовь к нам, она безгранична. Gopis, when Krishna goes out in the morning, Когда Кришна выходит рано утром, they are standing on the rooftops looking at Krishna. гопи стоят на крышах и смотрят на Кришну. And they are cursing Lord Brahma. И они проклинают Творца, Господа Брахму. They say he has 4 heads but no brain. Они говорят: у него 4 головы, но мозгов вообще нет. Because he made these eyelids, Потому что он сделал эти веки, which blinks. которые моргают. And that much moment we cannot see Krishna. И в этот самый момент мы не можем видеть Кришну. Why is he so stupid? Why did he make these eyelids? Зачем он так глупо поступил и создал эти веки? Now imagine how much time does it take to blink? Вы представьте, сколько всего лишь времени проходит, чтобы моргнуть. And they are saying he's stupid that we cannot see Krishna at that moment when Krishna is out. И потому что они обвиняют Браму за то, что он создал эти веки, которые моргают в этот самый момент, они не могут видеть Кришну. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he says in Sikshashtakam, every moment feels like to be 12 years or more in your absence. Господь Чайтанья в Шикшаштаке говорит, что в твое отсутствие одно мгновение проходит как 12 лет или больше. So like that, even though the missing it's just a part of a moment, still Krishna feels it for so long. И хотя это всего лишь какое-то мгновение, но все же Кришна ощущает это, как много времени прошло. And that's the intensity of love. И такова сила любви. We can feel it. Let's say, for example, when we are happy, having a party somewhere. И мы можем почувствовать это, когда, например, у нас какая-то вечеринка проходит. 3 hours goes by like this. 3 часа быстро пролетело. And when we are actually sad, А когда мы, например, в печали находимся, when we are worried about something, когда беспокоимся о чем-то, then you are like, why is the clock not going fast? мы смотрим постоянно на часы и думаем, что-то время так медленно идет. Have you felt that?
Вы чувствовали такое? Yeah, so it's the same for Krishna, that even that moment when we are not there, he's like, where is he? I've been waiting for you so long. И для Кришны вот то же самое, когда мы не там, он вот это мгновение каждое ощущает, ну где же он, так долго его нет? Is that okay, Mataji? Отвечает на ваш вопрос. Yes. Путешествие Гопакумара происходит, он путешествует один. Гопакумар путешествует один. И весь его прогресс происходит, путь, он идет один и иногда встречает каких-то преданных. А вот наш прогресс, он зависит от постоянного общества преданных. Мой вопрос, почему путешествие Гопакумара, почему он шел все время один, почему с ним не было, в общем, общества? Mataji asked about Gopkumar because he was traveling alone and sometimes he meets with some devotees. But our process to reach the goal, we have to be in association with the devotees all the time. So why Gopkumar? It's shown that he was alone all the time. He had the mercy of his guru. Но у него была милость его гуру. He was constantly chanting the Gopala mantra. Он постоянно воспевал Гопала мантру. So when he's traveling, he's there with group of devotees. But then they say, if you want something better, you go and meet him. И он постоянно находился в обществе каких-то преданных, но они постоянно ему говорили, если ты хочешь чего-то лучше, то иди туда. So he, like for example, when he started, he's there in Mathura, he sees some big rich man doing this big nice puja. He's attracted. He goes there and says, he starts, so you are worshipping him with so much opulence and this and that. So he spends the time with him. And he says, but if you want to see somebody doing better, you go to Dwarka. И вот так же, как он в самом начале встретил человека, который с большой пышностью в Мадхуре поклонялся божеству, и он очень привлекся, и какое-то время он с ним провел, и он был очень заинтересован, но тогда этот человек сказал, если ты хочешь увидеть что-то лучшее, ты должен идти в Двараку. So he's always in association with Vaishnavas, but when his consciousness is getting higher, they say, you go to this person, he can treat you better. И он постоянно находился, на самом деле, в обществе преданных, но когда его уровень сознания поднимался на более высокий уровень, то ему говорили, что тебе лучше пойти туда и обратиться к другому человеку, который сможет помочь тебе. Like when he comes to Vaikuntha, he wants to go run around with Lord Vishnu, he wants to jump on his back, he wants to do all those things. And all the Vaikuntha Vasis are like, no, this is not what happens here. You go to Goloka. И когда он, например, пришел на Вайкунтху, и он увидел Господа Вишну, ему захотелось запрыгнуть к нему на плечи, обнять его, и все Вайкунтха-васи, они забеспокоились и говорят, здесь ты такого делать не можешь, и тебе надо на Галоку. Is that okay, Mataji? Отвечает на ваш вопрос. Yes, sir. Вчера на лекции вы сказали, что преданные приходят только на прасад, и когда касается момента служения, то на служение обычно не приходят. Да, приходят только когда прасад. Но вы вчера говорили это перед аудиторией, которая, в общем-то, уже пришла служить, и вопрос в том, как донести остальным, кто приходит действительно только на прасад, а остальное время где-то пребывает. Yesterday in your class you mentioned that mostly devotees, not mostly, some devotees come only for prasadam and they're not very eager to serve. So, and yesterday you told it in the front of the people who are already serving. But how we can tell this to those who are not doing this actually, who are only coming for prasadam? Actually, somebody after that class, they wrote it on the Mayapur forum that we would like to come forward and to do the service, and those devotees were not in the class. So I'm fully prepared for a lot of criticism after that class, and the news will spread. На самом деле, вчера на форуме после этой лекции написали преданные, говорят, вот мы хотим прийти и заняться каким-то служением. И это были те преданные, которых не было на лекции вчера. И на самом деле я готов к любой критике, и новости, они распространятся. The news will spread around like that. Новости распространятся, ничего страшного. And that is just one way of, that's one endeavor. It's like a public platform. Это всего лишь одна из попыток, как на общей платформе. That one family came forward and they said we would like to do seva.
Но одна семья, они просто вышли вперед, сказали, мы хотели бы заниматься служением. They want to take care of the children's program on Janmashtami. Они захотели проводить программы для детей на Джанмаштами. Yeah, so Srila Prabhupada said, if out of the whole ISKCON movement, one devotee goes back to Godhead, he will consider ISKCON to be successful. Шрила Прабхупада говорил, что если во всем Искон хотя бы один преданный вернется домой назад к Богу, то весь Искон можно считать успешным. So following the footsteps of Srila Prabhupada, I consider my class successful. И следуя по стопам Шрила Прабхупады, считаю, что мой класс, вчера моя лекция, она дала успех. Yes, Prabhu. Вот Гопкумар попал на Вайкунтху, и его отправили на Галоку. Это получается, что жители Вайкунтхи знают, что есть Галока. So Gop Kumar was in Vaikuntha, and then he was sent to Galoka. It means that the Vaikuntha Vasis, they know that there is Galoka. На Вайкунтхе у них не как бы все в порядке. Почему они не стремятся на Галоку? Is it everything okay in Vaikuntha? Because why are they not so eager to go to Galoka then? It's like you go to a restaurant. Это то же самое, как вы идете в ресторан. They give you a menu card. Они дают вам меню. Over there you can eat, Chinese, you can eat Italian, you can eat Indian, you can eat continental. И вот там вы можете выбрать китайскую кухню, итальянскую, континентальную и другие. So you, according to your taste, you will order a specific menu. И вы, согласно своему вкусу, выберете подходящие блюда. So they know there is Goloka Vrindavan, И поэтому они знают, что да, есть Галока Вриндаван, but they like Vishnu. но им нравится Вишну. They appreciate Krishna, Они уважают Кришну, but they are able to dedicate themselves to Lord Vishnu. но они хотят предаться Господу Вишну. For example, Murari Gupta Prabhu. Например, Мурари Гупта Прабху. He knows Krishna is the supreme personality of Godhead, Он знал, что Кришна — верховная личность Бога, but he cannot give up his devotion to Lord Ramachandra. но он не мог предать свое предание Господу Рамачандре. That's why Shri Chaitanya Mahaprabhu said, yes, because you are Hanuman, you cannot give up your devotion to Lord Ramachandra. И Господь Чайтанья сказал, да, потому что ты Хануман, и ты не можешь отказаться от своего служения Господу Рамачандре. That's why. Поэтому. Можно еще один вопрос? Души спускаются с духовного мира в материальный. Можно ли предположить, что одно из ихних таких путешествий для того, чтобы с Вайкунтхи перебраться на Галоку? Потому что мы знаем, что были такие случаи, да, Джай Виджай, например, попали в игры Господа Чайтаньи, и похоже, что они ушли на Галоку. And Prabhu asking that the souls coming from the spiritual world to the material world, and can it be so that the souls from Vaikuntha coming here in material world to make this such consciousness, to achieve such consciousness, to go to Galoka? Because in the story of Jai and Vijay, then later on they become Jagai Madhai, and seems like they went back to Galoka. Yeah, it's possible. Да, возможно. Yes, Mataji. One question about Гопкумар. Почему у него такой путь поступательный? То есть он как трансцендентный незнайка, который не знает о высшей цели. Почему ему сразу не сказали высшую цель? Даже мы знаем, что есть высшая цель, а у него такой долгий, путанный путь туда, потом туда, потом туда, потом туда. То есть что мы должны из этого, какой урок извлечь? So Mataji asked why the way of Gopkumar was so long, because even we know that the high goal is Krishna. And so why they just not tell him immediately that you have to go to Galoka? Why he have to make all this long way? What we can understand from this? What is the lesson for us? Two things. One is he was getting attracted to different aspects of devotional service.
Две вещи. Первое, он привлекался к различным аспектам преданного служения. That's why step by step he was going ahead. Поэтому постепенно он продвигался вперед. Even though he's just a cowherd boy, he's getting attracted. Oh, we are just offering him simple fruits and milk sweets and butter. But look in Mathura, they are offering him, everything is being cooked big and served on a big golden plate. And so he's attracted to that. So he goes there. И хотя он был обычным мальчиком-пастушком, и они предлагали Господу простые фрукты, какие-то молочные сладости, молоко, но когда он попал в Мадхуру, и он увидел, что там поклоняются со всей пышностью, готовят ему различные подношения и блюда, и он очень привлекся этим. So if we read his story, they are showing more and more and more and more of opulence. И если мы читаем эту историю, то мы видим все больше и больше и больше богатства. So like that, they're saying, oh, there is a higher opulence here. There is a higher opulence there. There is a higher opulence even further out there. So he's going from like that step by step by step. И вот он шел, что в каждом месте все больше и больше богатства. But because we have his example and we have the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, we know we can directly go to Goloka Vrindavan. Но так как у нас есть учение Господа Чайтаньи, и мы знаем историю Гопкумара, то мы знаем, что мы можем идти напрямую на Галоку Вриндаван. And also when we are on our way to Goloka Vrindavan, we will go through every place in the universe. И также мы знаем, что когда мы будем возвращаться на Галоку Вриндаван, мы пройдем через все места во Вселенной. That's the route Vimana takes. И это маршрут, по которому летит Виман. It just doesn't go up like that. It doesn't. It just goes, go every possible place in the universe. It goes. То есть он не летит так прямо раз и на Галоку. То есть он заходит во все различные места во Вселенной. And then, they show, oh, look, people are here, they're serving Krishna like that. People over there are serving Krishna like that. Any place you say, wow, that looks nice. И вот Виман летит, и они тебе показывают, что вот смотри, здесь, в этом месте люди так поклоняются Кришне, а в этом месте вот так поклоняются. И в любом месте, где вы скажете, ой, как здорово, They drop you there. они там вас и высадят. And then you are, and then further, then when you continue doing your devotional service, and again the opportunity comes for you to go to Goloka Vrindavan, and then when you are going, again they will take you through the whole universe. И опять вы начнете поклоняться Господу, совершенствуя свое преданное служение, и опять вы будете лететь на этом вимане, и опять они будут возить вас по всей Вселенной. And the higher in the universe you go, there is much more opulence and much more facilities. И чем дальше, чем выше вы будете продвигаться во Вселенной, тем больше будет богатое поклонение, и вы тем больше можете привлекаться этим. And then you start going through the layers of the universe, which is more opulent than the universe itself. А потом вы начнете проходить через оболочки Вселенной, которые еще более богаче, чем сама Вселенная. And each layer of the universe has double the opulence of the previous layer. И каждая оболочка Вселенной, она имеет в 2 раза больше богатства, чем предыдущая. So you have the layer of earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and ego. И вот есть все эти оболочки: земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. And when you're crossing through the layer of ego, you have to go see Mohini Murti. И когда вы будете проходить через уровень эго, вы встретитесь с Мохини Мурти. She comes to say goodbye. Она придет попрощаться. And if you are okay with that, then you go through the Brahma Jyoti and you pierce it through and you go to Goloka Vrindavan. If you say, wow, she is nice, you stay there. И если вы скажете «хорошо», то вы пройдете дальше, пройдете через Брахмаджьоти и вернетесь на Галоку Вриндавану. Но если вы скажете «какая красивая», то останетесь там. That's why we have to tightly hold on to the lotus feet of our spiritual master, who will say, hey, don't talk nonsense, let's go. Поэтому мы должны очень сильно держаться за стопы нашего духовного учителя, который скажет нам «хватит тут чепуху пороть, поехали дальше». So then we can go like that. But we will all go through that process. И таким образом мы можем туда попасть, но мы все будем проходить через этот процесс. The example comes in Prithu Maharaj's case. When he's going through the universe. And the demigods, when the Vimana is going, the demigods are there, offering flowers and flower garlands, and all the apsaras are dancing, and all the demigoddesses, they are offering arati while he is leaving. И есть пример Бхагаватам с Притху Махараджем, когда он летел также на Вимане через всю Вселенную, и там были полубоги, они сыпали на него цветами, апсары танцевали.
And over there, Srila Prabhupada says, this happens to every living entity who is going back to Godhead. И Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что это происходит со всеми живыми существами, кто возвращается домой назад к Богу. So it will happen to us also. Поэтому с нами тоже это произойдет. Is that okay, Mataji? Отвечает на ваш вопрос. Okay. So we will end here. Grantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande Hari.